Вам в своей жизни приходилось когда-нибудь сталкиваться с необъяснимыми явлениями? Поделитесь в комментариях, а я поделюсь своей историей. Для моих друзей из группы ВКонтакте Mystical Story город Калуга и всех интересующихся неопознанным. В антикварном, как и в любом другом магазине, видеонаблюдение устанавливается с целью контроля входа-выхода посетителей и безопасности. Никому из антикваров даже в голову не приходит направить камеры на полки или стены с развешанными картинами и предметами. А в арт-центре «Бронзовая лошадь» камера, направленная на выход, частично захватила стену, на которой происходило необычное явление, которое мы можем с вами увидеть. Рано утром, когда я пришел в галерею, то, конечно же, не обратил бы внимания, в какую сторону повернута труба граммофона или закрыта или открыта крышка. При большом объеме посетителей на это просто не обращаешь внимания. Но вот упавшая, зацепившаяся за барометр гравюра вызвала вопросы. Неоднократно пересмотрев видеозапись, мы обратили внимание на несколько фрагментов. И первое — это то, что крышку граммофона просто так закрыть невозможно. Ее фиксируют шпингалеты. Для того, чтобы она закрылась, его нужно убрать. И только в том случае крышка закроется. Но обратите внимание еще на один факт. Если крышку бросить, она брякнется. А на видеозаписи ее как будто кто-то невидимой рукой очень плавно закрывает. Обратите внимание еще на один факт видеозаписи. В ролике труба граммофона вращается очень легко и свободно. На самом деле, для того, чтобы ее повернуть, требуется произвести усилие. Эта ситуация произошла 2 года назад, и после выхода сюжета по местному телевидению Краснодарского края в арт-центре побывало большое количество как специалистов, профессионалов, так и любителей различных паранормальных явлений, и ни один из них не смог дать внятного объяснения, что здесь происходило. И в большинстве случаев причиной они называли наличие какой-то энергии в этом помещении. Ну, действительно, это не просто антикварный магазин, а лофт Со странным названием. Вот это и есть та самая бронзовая лошадь, старинный амулет, в честь которого назвали нашу галерею. Это подарок известного краснодарского художника Сергея Дмитриевича Воржева. Так же, как и подарок на открытие галереи, это картина из его серии, очень известной Марапацуца. Это объекты, горшки летающие, на которых летают то ли казаки, то ли деревенские мужики. Арт-центр «Бронзовая лошадь» разделен на 2 части. В одной из них расположился постоянно действующий антикварный магазин, а во второй части располагается экспозиционное пространство, в котором регулярно проходят мероприятия от выставок профессиональной фотографии до современного молодежного искусства, а также презентации известных марок автомобилей и дизайнерской одежды, вечеринок финансовых корпораций и различных мастер-классов. Гости арт-центра, а также участники различных мероприятий неоднократно делились своими впечатлениями о том, что получают какой-то необычный заряд положительной энергии после посещения нашего арт-центра. Ну и, конечно же, надеюсь, они оставляют частичку своей энергии у нас, и за счет этого у нас и происходят различные явления. Любой коллекционер, даже с небольшим опытом работы, подтвердит, что у антикварных предметов существует необъяснимая энергетика, и каждый из антикваров чувствует ее по-разному. Для кого-то это ощущение тепла или холода, у кого-то душа не лежит, а кому-то просто что-то не нравится.
так примитивно пытаются передать свои ощущения и иногда прибегают к различным экспериментам для того, чтобы хотя бы получить какую-то информацию о том, как эта энергетика выглядит, используя растения или животных. Я иногда пользуюсь помощью собаки. Самое яркое впечатление производит эксперимент с использованием антикварного холодного оружия. Это две сабли конца XIX века, испанская и австрийская. Австрийская сабля в отличном состоянии, ее клинок не имеет никаких видимых дефектов или зазубрин, и, скорее всего, ее ни разу не использовали, и она находится в том состоянии, как ее изготовил оружейник. Испанская сабля имеет характерные зазубрины на лезвии, много различных дефектов и следов бытования, и это может говорить о том, что она неоднократно участвовала в боевых действиях. Посмотрим, как отреагирует собака на эти предметы. Иди ко мне. Сидеть, сидеть. Первый в эксперименте у нас австрийский клинок, не имеющий каких-то следов боевых действий. Собака его совершенно спокойно обнюхала, он не доставляет ей какого-либо беспокойства. Ну, конечно, ей не нравится, что тыкают в морду. А вот испанский клинок, побывавший в боях, вызывает у нее некоторое беспокойство. Собака отворачивается и не хочет его даже обнюхивать. Но продолжим наш эксперимент. Все тот же австрийский клинок. Обратите внимание, собака себя чувствует комфортно, хотя ей не нравится, что тыкают в морду, но она при этом машет своим хвостиком радостно. А вот с другим предметом, с испанским, происходит немножко другая ситуация. Собака тут же втянула уши, вздрагивает, ей очень не нравится этот предмет. Собака чувствует себя абсолютно комфортно и спокойно, пока предмет находится в ножнах. Это все та же испанская сабля. Но как только мы ее достаем из ножен, собака убегает, поджав хвост. А как вы относитесь к энергетике старых вещей? Чем ее определяете? Снимайте ролики, ставьте ссылки в комментариях. Будем вместе познавать неизведанное.